Привет, друзья! Меня зовут Матвей, я из Байпол. Сегодня мы расскажем вам о том, как режим создает фейки, пытается исказить реальность, называя черное белым и пытаясь ввести жителей нашей страны в заблуждение. О тех, кто занимается дезинформацией, формированием искаженного общественного мнения, а также дискредитацией демократического движения Беларуси. При этом в потоке лжи, который выливают на граждан пропагандисты диктатора Лукашенко, все отчетливее звучит риторика их российских собратьев. Все чаще употребляются одни и те же термины. Дайте вам власть, вы же станете еще хуже. Копируется даже стиль подачи, особенно если речь идет об Украине. После того, как Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, Беларусь недвусмысленно заявила, ударить в спину союзнику не даст. Не мы на них нападали, не мы превентивно ВСУ начали стрелять, когда еще мы с вами за 2 дня были у вас дома, к сожалению. Они начали. О том, как идет спецоперация, сегодня говорили президенты. Так, с самого начала войны говорящие головы режима называют нападение российских оккупационных войск на Украину не войной и не боевыми действиями, а спецоперацией. Впрочем, странно было бы услышать от них что-либо другое, когда и сам диктатор полностью повторяет терминологию Кремля. Не надо оправдываться ни перед кем. Уже люди... Нет, вы да. Я вижу, как наши, ваши некоторые ведут себя. Видите ли, не то сделали. Где спецоперация, там и байки про нацистов и бандеровцев, денацификацию и страдающее население доброго русского мира. При этом о погибших детях, мирных жителях, а также о пленных и убитых солдатах рупоры режима лицемерно умалчивают. Переворачивает с ног на голову реальность и сам узурпатор, который, к примеру, во время последнего приема в России хвастался, мол, белорусскому режиму пришлось насильно подвести энергию к захваченной оккупантами Чернобыльской АЭС. Такая вот вынужденная мера ради спасения чуть ли не всего человечества. А вот только этот, больной на всю голову полковник, забыл упомянуть о том, что изначально в Украине этих непрошенных гостей никто и не звал. Да, и брать в заложники персонал атомной станции никакой нужды не было. Украинские специалисты справлялись с работой и без захватчиков. Впрочем, лживая госпропаганда одной лишь Украиной, конечно же, не ограничивается. Именно поэтому на фоне катастрофического положения в экономике, сельском хозяйстве, образовании и других сферах в нашей стране, как грибы после дождя, растут не новые предприятия, а фабрики троллей и ботафермы, в которые вливаются огромные средства из бюджета и штатными сотрудниками которых являются, кто бы вы думали, военнослужащие. Об одной из таких пропагандистских фабрик в Беларуси сегодня и пойдет речь. Но для начала остановимся на том, что же такое фабрика троллей и чем она занимается. Сам термин пришел в нашу жизнь из России, где интернет-тролли и боты давно стали частью общественно-политического ландшафта. Первой широко известной фабрикой троллей является агентство интернет-исследований, российская структура со штаб-квартирой в Ольгино, историческом районе Санкт-Петербурга. Данная фабрика занимается прокремлевской пропагандой, влиянием на мнение читателей различных соцсетей, а также созданием фейков. В ее штат, по сообщениям независимых российских СМИ, входит более 400 сотрудников. При этом территорией России данная структура не ограничивается. Именно ольгинские тролли активно вмешивались в президентские выборы в США в 2016 году. И именно по их лекалам режим Лукавого создал свою ботаферму в Беларуси. Только масштабом куда скромнее. Понимая, что оболванивание граждан через телевизор и подконтрольные печатные СМИ сегодня уже недостаточно, а война за влияние в интернете безнадежно проиграна, верные псы диктатора от открытого онлайн-противостояния перешли к тактике троллинга и фейкометания. Поэтому не стоит удивляться огромному количеству однотипных комментариев,
в поддержку Усатого, естественно, которые, как по команде, появляются под теми или иными роликами на YouTube, в Twitter, Telegram и других социальных сетях. Это вовсе не порыв души простого приверженца кровавого режима, либо поддавшегося пропаганде заблудшего человека, а результат оплачиваемой из наших карманов работы людей без совести и каких-либо моральных устоев. И все эти тролли и боты выглядят еще ущербнее, когда понимаешь, что пока украинские военные вместе со своим народом героически защищают родину от орды российских оккупантов, одно из подразделений белорусских сил специальных операций занимается не менее серьезным, в кавычках, военным делом, распространением фейков, дезинформации и другой паразитической работой. В интернете, естественно. Да еще получая за это премии, грамоты и звания. Одна из таких режимных фабрик троллей располагается в поселке Колодищи, под Минском, а именно на базе 742-го полевого узла связи. Вот она на карте. В непосредственные задачи военнослужащих данного подразделения входит стандартный набор для сотрудников фабрик троллей. Написание отдельных комментариев, разведение споров в социальных сетях, смещение акцентов неблагоприятных для режима новостей, администрирование и наполнение Telegram и YouTube каналов, страниц в Instagram и TikTok. Задачи данному подразделению ставятся режимными халуями из оперативно-аналитического центра при диктаторе. Именно ОАЦ занимается мониторингом повестки и настроений в социальных сетях и медиаресурсах, после чего направляет указания на размазывание неугодных тем и обсуждений. Руководителем всей банды ССОшных интернет-троллей является подполковник Байков Сергей Александрович, кстати, уроженец украинского города Староконстантинов. Примечательно, что несмотря на подполковничьи погоны, этот Байков крайне недисциплинирован. Он неоднократно задерживался сотрудниками ГАИ за езду без прав. Зато как тролль очень даже прилежный. Пользуясь случаем, Сергей Александрович, хотелось бы услышать ваше отношение к нападению российских оккупационных войск на вашу родину, Украину, а также к многочисленным обстрелам оккупантами вашего родного города. Привет землякам передать не хотите? Идем далее по списку. Заместитель Байкова Панкин Андрей Александрович занимается общим руководством, непосредственно сам получает задачи из УАЦ и отвечает за их исполнение своими подчиненными. Далее руководитель группы капитан Горбатовский Владислав Михайлович. В его обязанности входит не только координация работы группы интернет-троллей, но и непосредственно работа в поле. А вот те самые лидеры мнений, так сказать, самые умные и начитанные, те, кто знает все и обо всем, лукашистские тролли поименно. Капитан Фионина Наталья Николаевна, уроженка Одесской области Украины, поселка городского типа Лиманская, которая в настоящий момент яростно строчит комментарии о том, что в ее родной стране нет никакой войны, а всего лишь проводится так называемая специальная операция. Наплевав на совесть и позабыв о своих корнях, Фионина без устали пишет о том, что братская ей Российская Федерация занимается в Украине придуманной рашистами денацификацией, а на самом деле уничтожением всего украинского. Следующее. Капитан Максимчик Денис Сергеевич, не менее отважный комментатор, герой диванных войск. Лейтенант Лапутская Анастасия Дмитриевна, еще одна лживая дама, продавшая душу преступному режиму за тарелку супа. И тут же прапорщик Шицко Мария Валерьевна. Кстати, в биографии этого тролля есть одна очень примечательная история. Когда-то в молодости Маша повелась на старый развод со взломом страницы ВКонтакте и по просьбе якобы друга добровольно предоставила мошенникам реквизиты своей банковской карты. Результат такой глупости – минус 455 рублей и 10 копеек со счета. Кто знает, возможно, именно этот случай и побудил недалекую Марусю заняться интернет-троллингом. В заключение отметим, что в планах режима расширить указанное подразделение до 17 человек, а в будущем даже до размера целой воинской части. Представьте себе, армия троллей в кирзовых ботах. Друзья, нелегитимный и преступный режим Лукашенко, удерживающий все это время власть в нашей стране кровью и насилием в отношении белорусского народа, сегодня, вдобавок ко всему, пытается вовсе лишить нас собственной земли. Именно руками этого предателя наша Беларусь сегодня отдана в полное распоряжение российских оккупантов и против воли белорусов выступает как страна-агрессор в подлой и гнусной войне против Украины на стороне кремлевского хозяина.
Только мы и никто другой в силах ликвидировать этот преступный режим и отстоять свою страну перед очередной российской оккупацией, в том числе путем совершения активных действий в рамках плана «Перемога». «Перемога» — это не какая-то мифическая армия, которая возьмется из ниоткуда и всех нас вдруг освободит. «Перемога» — это дело рук каждого из нас. И успешная реализация плана напрямую зависит от того, как много нас объединится и насколько решительны и отважны мы будем. Присоединяйтесь к плану «Перемога». Вместе мы победим. Живе Беларусь! Слава Украине!